Пожалуй, это будет очень трудное для меня видео. Человек, о котором я буду говорить, оставил самое яркое и потрясающее впечатление в моей жизни. Ничего подобного я не переживала ни до, ни после встречи с ним и его служением. И дело тут не только в моем слепом религиозном фанатизме или культе личности. Этот человек действительно был щедрым благотворителем, мудрым миротворцем, прекрасным увещевателем и лидером, который во многом опережал свое окружение. Этот человек действительно очень многое сделал для преображения множества жизней во всех сферах. В своем ролике я буду говорить об африканском проповеднике, пророке Тиби Джошуа. Как вы поняли из названия ролика, моя цель не в разоблачении его деятельности, хотя отчасти коснусь и этого. Тем не менее, я и доныне буду в первых рядах тех, кто заставит замолчать любого, решившегося поливать грязью желтой прессы его светлое имя. Но в то же время, будучи сегодня атеисткой, я считаю нужным хотя бы попытаться объяснить, почему я больше не верю ни в Бога, ни в Его пророков. Я попытаюсь объяснить, как человек, видевший столько великих чудес и переживший кое-что сам, сегодня обрел стойкое убеждение в материальности нашего мира. Биографию Тиби Джошуа, его заслуги перед обществом, можно узнать из интернета. Я лишь кратко опишу. Родился он в Нигерии, штат Ондо. Бедность и тяжелые условия выживания, не жизни, а именно выживания, сопровождали его с рождения. Отец умер рано, мать сама заботилась о нем и была, как все нигерийцы, до мозга костей религиозна. Поэтому нет ничего удивительного в том, что ее сын в 1987 году, после, по его словам, Божьего посещения во время 40-дневного поста, основал церковь СКОАН – Synagogue Church of All Nations – синагога, церковь всех народов, которая начала быстро расти. В чем тоже, кстати, нет ничего удивительного. Основные качества пророка – трудолюбие и жесткая самодисциплина. В итоге, через несколько лет BBC назвал Тиби Джошуа самым известным телепроповедником Нигерии, благодаря каналу Emmanuel TV, который являлся крупнейшей телевизионной сетью в Африке, а может и является до сих пор. Он имел более 3 миллионов подписчиков на Фейсбуке и около 1,5 миллиона в YouTube. С ним встречались такие официальные лица Израиля, как мэр Иерусалима, мэр Тиберии и мэр Иорданской долины, а также президент Доминиканской республики и другие высокопоставленные лица. Его благотворительная деятельность простирается далеко за пределы его штата и страны. Он построил школу в Эквадоре после того, как она была разрушена из-за природного катаклизма. И его команда помогала еще многим людям по всему миру, пострадавшим от стихийных бедствий. Помимо этого, его церковь на регулярной основе помогала в реабилитации сотен депортированных, инвалидов, обеспечивала стипендиями сирот и просто помогала разным социально неблагополучным людям и семьям. Его организация также протягивала руку помощи обездоленным людям в США, Израиле, в Украине, России и многих других уголках земного шара. Он выступал против ксенофобии и говорил, что Африка, только став единой, может подняться. Ни одна африканская страна не может добиться успеха в одиночку. Каждый имеет свой вклад в развитие Африки. В отношении нелегальных иммигрантов, наркотиков и прочего криминала наша обязанность информировать об этом правоохранительные органы. Он убеждал, что Африка должна менять свои ресурсы не на доллары, а на технологии, чтобы развиваться. Он пытался на доступном языке доносить своим соплеменникам разные идеи, начиная от мировой политики и заканчивая борьбой с охотой на ведьм, которая в Африке достигает своего апогея в попытках убить родственника или бросить на произвол судьбы ребенка, в случае, если кому-то в голову взбредет, что это колдун или ведьма. Особое внимание Тиби Джошуа уделял восстановлению разрушенных браков, примирению детей и родителей. Конечно, не все семьи сохранялись даже после красочных примирений и последующих свидетельств, как и не все исцелялись после того, как провозгласили на камеру «Я исцелен». Но Тиби Джошуа действительно очень много делал, пользуясь авторитетом пророка Божьего.
Люди слушались его, будь то указание обеспечить достойную жизнь своему внебрачному ребенку или совет пойти на операцию. И при необходимости он обеспечивал не только стоимость операции, но и поездку в другую страну для ее проведения. В общем, тебе Джошуа был, не побоюсь этого слова, великим человеком. И он на самом деле начинал не то чтобы с нуля, а с минуса. И добился высокого положения и огромного влияния на множество людей, благодаря своему трудолюбию, стойкости, мудрости и, как это ни странно, тем, что он жил в Африке. Африка. Есть ли еще подобное место на земле, где религиозные лидеры могут так безмерно благословляться Богом, что им позавидовали бы папы римские и православные патриархи? Особенно эта роскошь бьет по глазам на фоне нищеты, в которой утопает подавляющее большинство африканцев. Тебе Джошуа тут, в сравнении с остальными, выглядит довольно сдержанно, чего не скажешь о его жене и одной из дочерей, на свадьбу которой он даже решил не идти, по вполне понятным причинам. К его жене Эвелин мы еще вернемся. Но, если тебе Джошуа такой замечательный по всем меркам человек, зачем я делаю это видео? Скажу прямо, я считаю, что он искренне верил в то, что делает, но он и искренне заблуждался. И вы знаете, искренность верующего – это порой такая самобытная искренность. Сейчас поясню. Естественно, я не могу знать и половины того, каким образом устроено было его служение. Я могу лишь судить, сопоставляя то, что я видела со стороны, и анализируя то немногое, что мне удалось наблюдать, когда я сотрудничала с его командой, занимаясь русскоязычным каналом его служения. YouTube его, кстати, год назад удалил. Ну и слава богу, как говорится. За все ж надо благодарить. Конечно же, самым ярким и спорным в его служении были освобождение или изгнание бесов и исцеление. Про экзорцизм я подробно рассказывала в одном из предыдущих роликов, ссылка в описании. Тут я хочу немного поговорить про чудеса исцелений. Их труднее всего подделать на крусейдах в чужих странах. Вот так называемая встреча в Назарете. Пожалуйста, освободите меня во имя Иисуса. У меня астма. Watch the screen of your television. We just heard a desperate cry for healing from the problem of asthma. And see what God Almighty is doing. Watch what is happening in the name of Jesus Christ. Healing is at work. This is the instant testimony of a lady from Israel healed of asthma. Let's put our hands together for Jesus Christ. Согласитесь, впечатляюще. Но вас не заинтересовало, почему эти люди стоят в ряд, а остальные сидят? Понятно, что это сделано для удобства, чтобы за каждого пророк мог помолиться и при этом не ходить по рядам. Но выводят туда совсем не рандомно выбранных людей. У всех стоящих в так называемой молитвенной линии есть браслеты на руках. Эти браслеты мы получили на регистрации за 2-3 дня до проведения крусейда. Так вот, когда людей регистрировали, им давали браслеты разных цветов, и людям с тяжелыми диагнозами давались браслеты иного цвета, объясняя это тем, что им предоставят особое место с навесом и дополнительными удобствами, чтобы они не сидели, как все под солнцем. Во время проведения крусейда тебе Джошуа молился только за тех, кто мог сам дойти до молитвенной линии, а к тяжело больным под навесом за оба дня крусейда, или правильно говорить встречи, к тяжело больным он так и не приблизился.
И объяснений никаких по этому поводу высказано не было. И еще такой момент. За группу, в которой была я, молились в первый день. А во второй день, когда служение уже было окончено, но время еще оставалось, нас вывели второй раз для молитвы. И это при том, что стадион был наполнен людьми, которые мечтали оказаться на нашем месте хотя бы один раз. Я была только на одном подобном крусейде, но другие смотрела либо в прямом эфире, либо уже в смонтированной записи. Так вот, я ни разу не припомню, чтобы пророк шел молиться за тяжело больных в какое-то отдельное место. Он всегда ходил вдоль молитвенной линии, перед сценой, куда, как я имею все основания полагать, приводили тех, кто пусть ковыляя и прихрамывая, но мог дойти без костылей и инвалидной коляски. Да и ряд других чудесных исцелений выглядят весьма сомнительными. Парень якобы стал лучше видеть, но он все равно остался в очках. Еще смущал такой тест на проверку зрения. Часто у прозревшего спрашивали, какого цвета одежда окружающих его людей, при том, что исцеленный дальтонизмом вовсе не страдал. Я вижу людей в этой линии. Это цвет молока. Это красный, а это маленький мальчик. Это черный, белый и голубой цвета. По-моему, даже с очень низким процентом зрения человек может различать цвета. Но служителями синагоги это преподносилось как чудо исцеления. И было очень много подобного. В нашей группе русскоговорящих посетителей синагоги был мужчина, который якобы был исцелен от глухоты. Но этого не произошло ни на служении, ни после. Перед камерой его спрашивали, как его зовут. А он в ответ сказал: «Спасибо, Иисус, слава Иисусу». Как вас зовут? What is your name? Как вас зовут? Аллилуйя. Иисус, есть Господь. You can hear the man responding instantly after the prayer by the woman of God. We want you to ask him again, ask him his name. Пожалуйста, скажите, пожалуйста, как вас зовут? Иисус, есть Господь. Let's put our hands together for Jesus Christ. All the way from Kazakhstan with a problem of deafness in both ears. After the prayer by the woman of God, Это то, чему учат говорить людей, за которых помолились. Мол, по вере скажи и получишь. Также вот у этой женщины ровным счетом никакого улучшения не было. Но она, желая получить исцеление, стала свидетельствовать об этом, как говорится, по вере. А ведь ей назначили операцию. Но вместо этого она потратила кучу денег и времени на поездку в Африку. Как вы чувствуете сейчас себя? Будешь делать операцию. Bring me to the hospital for operation, but I told I refuse to do the operation. I will come here to Scone for deliverance. А я сыну ответила: сынок, я буду исцелена. Свидетельство Бога живого. Господь мой жив, Он меня исцелил. Аллилуйя. To God be the glory. Shall we put our hands together for the miracle working Jesus? И так свидетельствуют в кавычках многие. Им говорят: ты по вере скажи, что исцелен, и начни ходить. И в процессе этого или чуть позже Бог тебя исцелит. Но, естественно, в большинстве случаев ничего не происходит. Либо со временем сам человек идет на поправку. Если так называемые исцеления и случаются, за это можно сказать спасибо медицине и самовосстановлению организма. Так было и в моем случае. У меня был нарыв на пальце на протяжении 8 месяцев. Мой родственник, хирург, сказал, что нужно делать операцию, потому что никакие мази, никакие средства мне не помогали. Эта фотография сделана, когда я получила воду. Я ее распылила на палец. Через 2 недели я сделала эту фотографию. И еще через 2 недели палец полностью зажил, без всяких мазей, без всяких... Казалось бы, чудо чудное. Но где-то через год после этого исцеления я на даче нашла свой старый блокнот, где записывала самые разные размышления на духовные темы. И нашла интересную запись, о которой, честно говорю, давно забыла. Оказывается, у меня уже исцелялся подобным образом палец, где также нарвал ноготь. И вот что я об этом написала. Господь открыл мне, что палец ничем мазать не надо, просто оставить его в покое и содержать в чистоте.
и палец стал постепенно заживать сам. Ну не чудо ли? И вот теперь следите за мыслью религиозного человека. Я перепробовала все и решила ничем палец не мазать. И когда это дало результат, я свои мысли оставить палец в покое посчитала Божьим откровением, ведь я исцелилась. А если бы палец не исцелился, я, естественно, не называла бы идею не трогать палец советом Божьим. Это распространенная ошибка мышления – рисовать мишени вокруг попадания. Так вот и в случае с помазанной водой. Я для чистоты эксперимента решила перестать чем-либо мазать палец, чтобы исцеление можно было приписать исключительно чудодейственной воде. То есть оставила палец в покое и только брызгала его водой раз в день. И произошло то же, что и в ранее описываемом случае. Палец восстановился сам. И, кстати, не за 2 недели. Тут я сделала то же, что часто делают многие свидетельствующие о чуде. Помогла чуду стать чуть чудеснее. На самом деле полное восстановление пальца длилось почти месяц. Я просто немного округлила в другую сторону. Верующие могут сейчас мысленно закидать меня примерами других неоспоримых мега-чудес, таких как исцеление от СПИДа, рака, отрастания конечностей, наивно полагая, что я, переводившая служение тебе Джошуа около 7 лет, не увидела что-то такое, чего не видели они. Нет. Видео и синагоги церкви всех народов, все старые и новые, и множество других подобных служений – это было то, что я смотрела ежедневно на протяжении многих лет и повидала, как говорится, дай Бог каждому. И тогда я верила всякому из свидетельствующих, потому что не предполагала, что люди могут искренне пребывать в заблуждении, как было с моим пальцем, а также они могут неосознанно фальсифицировать чудо, выстраивая подходящую причинно-следственную связь между молитвой и исцелением. А еще люди могут просто лгать. Да-да, даже верующие. От грандиозной лжи до малейших манипуляций, умалчиваний или преувеличений. Ну, например, спина у человека перестала болеть через 2 недели, а он говорит, что это произошло тут же после прикосновения или прямо на следующий день. Или до исцеления человек уверяет, что боль была нестерпимая, что он не мог пошевелиться, в то время как на самом деле он вполне мог ходить, хоть и покряхтывая или выпив обезболивающее. А еще может быть, что он ходит так и по сей день, но только лишь из-за того, что за него помолился великий пророк, он уверился, что это был переломный момент, и сейчас он идет на поправку. А до молитвы было прям намного хуже, вот хоть ложись и умирай. Я очень много слышала, как люди сильно преувеличивают свидетельства о чудесах. А еще бывают такие свидетельства. Расскажу это на примере одной супружеской пары. Они были в синагоге и свидетельствовали, что от их брака, ничего уже не осталось. Вот прям все. Но они не в ЗАГС разводиться пошли, а по церквам или колдунам ходили в поисках решения. Что уже наводит на мысль, что не все так плачевно было. Они хотели сохранить брак. И вот они пришли в синагогу Церковь всех народов. И, естественно, после молитвы, как все изменилось, как влюбились они в друг друга заново. Но то же самое они рассказывали в предыдущих церквах, где за них также молились. И с большой вероятностью еще расскажут, когда опять переругаются и пойдут в очередную церковь искать помощи Божьей. В подобных харизматических церквах есть такое учение, что нужно по вере сказать «Я исцелен, я благословлен», когда этого еще не произошло. А еще вера в силу молитвы мощного Божьего служителя может внушить многое, так же, как и вера в гомеопатию порождает уверенность, что ты обязательно поправишься. Потом не забывайте, что из сотен, за кого молились, вам показывают 3-4 человека, которые свидетельствуют. Если вычесть из них тех, кому не полегчало вообще никак, но они чувствуют разницу после молитвы, подобно тому, как испытуемый чувствует улучшение после приема пустышки плацебо, а также все вышеописанные случаи якобы исцелений, то что остается? В общем, можно долго рассказывать, как каждое из самых разных чудес Божьих на поверку беспристрастного исследования оказывается случайностью, закономерностью, самообманом, ложью и много еще чем. Но одними такими объяснениями верующего все равно не переубедить. Я-то помню саму себя. Но у меня есть пусть и очень робкая, но все же надежда, что может хоть один человек, посмотрев этот ролик, а еще лучше те, которые я привела в описании, осмелится попробовать непредвзято и критично оценивать свидетельства о чудесах.
Но у вас может возник вопрос, как же мои слова об искренности Тибет Джошуа сопоставляются с тем, что я рассказывала? Он лжец или нет? И да, и не совсем. Сейчас я поясню это на примере одной шаманской практики. Возможно, этому феномену есть более научное объяснение, но я называю это как «помощь чуду». Итак, когда к шаману приходят с просьбой об исцелении, он проводит определенный ритуал, а потом через трубку, одной стороной приложенной к ране, рту или носу больного, якобы высасывает из него болезнь, которую потом он сплевывает в виде окровавленного пера или камня или чего-то еще. Конечно же, весь фокус в том, что шаман держал заранее заготовленный предмет во рту. Но сам шаман вовсе не считает это фокусом. Когда он обучает начинающего шамана этой практике, он объясняет это так, будто болезнь, которую он высасывает через трубочку, переходит в предмет у него во рту, который он потом выплевывает, демонстрируя всем материализовавшийся недуг. То есть шаман как бы и не совсем врет. Тоже и со служением Тибет Джошуа и многих подобных ему служителей-чудотворцев. И тут надо отдать должное честности Тибет Джошуа, в том плане, что он, не скрывая, показывает огромное множество слепых, увечных и других инвалидов, которые не получили исцеления, но которым он помогает на регулярной основе, а также те случаи, когда он говорит, что он не Бог и не знает, почему одной молитвы за исцеление недостаточно, и человека нужно помимо молитвы прооперировать. А еще на одном воскресном служении он как-то сказал: «Если бы вы могли заглянуть в мое сердце, то увидели бы там мечту. Мечту о том, когда медики и молитвенники будут работать вместе». Он мечтал построить мединститут, в котором бы работали хирурги и другие специалисты, где каждая операция или терапия сопровождалась бы серьезной молитвенной поддержкой. Все это указывает на его искреннюю веру в то, что молитвы действительно влияют на процесс исцеления, помимо медикаментозного или оперативного вмешательства. Я не знаю, как он объяснял себе и своей команде множество тех безнадежно больных, которые остались без исцеления. Он мог сам искренне верить, что за безнадежно больных, к примеру, Бог не призывает его молиться, потому что они не способны поверить в исцеление. Они так долго пребывали в этой болезни, что веры им просто не хватит. А как мы знаем, без веры угодить Богу невозможно. Кстати, подавая заявку на посещение синагоги Церкви всех народов, человек должен был описать свое состояние. И там также тяжело больным или тем, кто не способен передвигаться самостоятельно, отказывают в посещении. Это, конечно, тоже объясняется благообразными причинами, но факт остается фактом. Безнадежно больных на служении быть не должно. Таким же образом можно объяснить и пророчество во время служения. Люди, подавшие заявку, описывают свои проблемы, с которыми они едут в синагогу Церковь всех народов, присылают свое фото. На служении приезжих из разных стран садят на определенные места в зале. А потом выходит пророк и говорит: вон там есть парень, который думал о самоубийстве, или тут есть женщина, которая не может забеременеть, или девушка с кровотечением. И поскольку девушка присылала фото, то даже если из множества народа найдутся и выйдут еще 2 или 3 девушки с подобной проблемой, он будет настаивать, что есть еще одна, которая не вышла. И когда она наконец-таки выходит, это сопровождается бурными аплодисментами и еще большей убежденностью в пророческом даре Божьего человека. И так со многими другими пророчествами. Но как же я тогда могу говорить о его искренности? Повторюсь, я не знаю, как он объяснял такие методы служения себе и своим приближенным, но уверена, что в сознании подобных служителей это представляется чем-то вроде кооперации, сотрудничестве Бога с человеком. Всем, несомненно, руководит Бог, но сам человек должен как бы помочь чуду осуществиться. Вот еще подобный пример. Я знала пророчицу, которой одна женщина рассказала про тайный грех своего мужа. И эту информацию пророчица потом в увещевательной беседе с тем мужем выдала за откровение свыше. Мужчину, несомненно, это впечатлило, и он в трепете пересмотрел свое хождение пред Богом. Но по сути это была ложь во благо. По поводу мировых пророчеств, которых у пророка было немало. Если выдавать пророчество с определенной регулярностью и размытостью событий и дат,
а потом мониторить происходящее во всем мире, то вполне можно найти несколько событий, которые подгоняются к пророчествам из множества сказанных, при должной их интерпретации. Кроме того, тебе Джошуа сам говорил, что внимательно следит за происходящим во всем мире. И многие его пророчества в политической или экономической сфере – это элементарная аналитика. Хотя были у него и провалы, как, например, с победой Клинтон на выборах или с окончанием пандемии. Но и это играло на руку его известности. Если бы пророчество про выборы сбылось, это бы назвали просто совпадением. Многие пророчества с 50% вероятностью исполнения так и работают. И такое совпадение никакого интереса у общественности бы не вызвало. А вот разгласить о провале известного пророка – это, как говорится, хлебом не корми. Ну а те, кто преданно верил ему, как ни странно, с еще большим рвением следуют за своим пророком, когда весь мир поднимает его на смех. Блеск от ореола помазанника Божьего ослепляет обычного человека, и он не видит явные несовершенства и ошибки в действиях и словах своего духовника. Он ему предан, как служителю Бога Всемогущего. И малейшее сомнение в Божьем водительстве своего наставника считает страшным грехом. И чем более несуразные и противоречивые вещи выдает пастор, тем более преданности выказывают его последователи, уверяясь, что это не что иное, как Божья мудрость, которая превыше всякой человеческой логики и понимания. Когда, к примеру, его пророчество о Клинтон не исполнилось, его объяснения были весьма банальными и даже смешными, отчего многие с него и смеялись. Но я тогда приняла без тени сомнения такое объяснение, и еще больше возгорелась моя преданность ему и делу Божьему в ответ на вполне заслуженную критику. Многие известные служители Божьи тут становятся на скользкую дорожку. Как заболевающие звездной болезнью представители шоу-бизнеса могут попутать берега, сами того не замечая, так и пастора могут забыть, что хотя их окружение преданно считает их глашатаями Божьими, им нельзя забываться и вести себя так, будто Бог в любой ситуации будет на их стороне и оправдывает любое их действие. Нельзя жонглировать фактами, преувеличивать, умалчивать или искажать их только потому, что отстаиваешь Божьи интересы. Жена тебе, Джошуа, об этом не особо переживала, захватывая власть в Божьем наследии. Хочу еще раз пояснить, что сказанное мной – мое личное мнение. Я могу в чем-то ошибаться, не зная некоторых фактов. Я сужу о ситуации в синагоге Церкви всех народов лишь со стороны, сопоставляя то, что сообщалось официальными источниками, с тем, что просочилось помимо воли Эвелин Джошуа и ее команды. Итак, о смерти пророка. Это было неожиданно для всех, но вполне предсказуемо для медиков. За 2-3 месяца до этого пророк пережил инсульт. Какое-то время он не появлялся, а вместо него служили его евангелисты, на то время называемые уже пророками. Кстати, интересен тот факт, что изначально было 5 мудрецов. Это 5 самых приближенных учеников тебе Джошуа. После частичной смены состава они были разжалованы до евангелистов, а потом те же евангелисты сразу стали ходить во пророках. Тем самым тебе Джошуа как бы лишний раз пытался показать, что преемники уже есть, они названы и служат уже без него. Жену он свою пророчицей никогда не называл. Итак, первый инсульт был вполне ожидаемым по нескольким причинам. Во-первых, это удар, связанный с блокировкой всех его каналов на Ютубе, которых было немало. Основной на английском языке с 1,5 или даже с 2 миллионами подписчиков, и несколько каналов с переводами на других языках, многие из которых насчитывали по несколько сотен тысяч подписчиков. И это была не временная блокировка, а единовременное удаление всего контента со всех каналов. Это многолетний труд множества преданных ему людей. После подобного любого удар хватит. А тебе Джошуа был к этому еще и предрасположен. Где-то ближе к 50 годам он стал усиленно заботиться о своем здоровье. В частности, о том, чтобы сбросить лишний вес. Он рассказывал о важности здорового активного образа жизни и вреде переедания. Позже он рассказал о водной терапии, о том, что надо пить больше простой воды, а незадолго перед первым инсультом и о воде с лимонным соком. Это прямая профилактика атеросклероза, причины инсульта. Кстати, может, это был и не первый инсульт,
просто единственный, о котором я слышала и с которым пророка госпитализировали. Он тогда быстро пошел на поправку и вернулся к служению. Но я все же заметила его изможденный вид, когда делала заставки с ним для видео и ретушировала огромные мешки у него под глазами. И еще такой факт. Когда после инсульта он вышел служить, несколько раз он задавал странные вопросы людям, о чем их молитвы. Все не как один отвечали, что молятся, чтобы Бог дал многие годы жизни пророку. Он с легким сарказмом спрашивал: «Для чего? Чтобы я еще долго мог служить вам и вашим детям?» Тем самым он как бы в шутку упрекал их в эгоистичности их молитв о нем. То есть посетители синагоги, похоже, тоже что-то знали о его проблемах со здоровьем. И, конечно же, это сложно было скрыть. Поэтому позднее этот инсульт некоторыми верующими был мифологизирован в чудесное оставление пророком своего тела, восхождение к Богу и благополучное возвращение. Ну, потому что просто принять информацию о том, что у великого человека Божьего был инсульт, с которым он загремел в больницу, это слишком сложно для верующего. Тем временем Тиби Джошуа оправился от удара и уже готовился к проведению своего 58-летия. Как и в другие свои дни рождения, он не любил устраивать пышных торжеств в свою честь, и хотя его окружение по-другому проведения 12 июня просто не мыслило, пророк мог даже не появиться на торжестве, но и не лишал праздника своих людей и посетителей. Главной заботой в такие дни для него была всегда помощь людям. Он увещевал своих последователей не делать ему никаких подарков, а лучше потратить эти финансы на помощь ближним, и показывал это на своем примере. Так и в преддверии своего 58-го дня рождения он выпустил ролик, где говорил, что, во-первых, из-за пандемии торжества не будет, но зрители по всему миру могут отметить его день рождения, подарив подарки своим малоимущим соседям. И еще он сказал, цитата: «По благодати Божьей впереди еще гораздо больше дней рождений». Подобное он, кстати, также говорил на свой 50-летний юбилей, показывая архивные кадры из его раннего служения. При этом он, улыбаясь, говорил, что впереди, по милости Божьей, еще 60-летний юбилей, 70-летний, 80 и так далее. Это я к тому, насколько ожидаемым в кавычках был его уход, как думают многие. И вот, 5 июня происходит это. За неделю до своего 58-летия пророк Тиби Джошуа умирает. Синагога объявляет о месяце подготовки церемонии прощания и чествования жизни и наследия пророка Тиби Джошуа. А интернет начинает наводняться слухами и доводами о причине смерти пророка. Среди них было это видео, в котором говорилось о том, что за 2-3 месяца до смерти у Тиби Джошуа случился инфаркт, и его возили в Турцию на лечение, даже будто ему делали операцию на сердце. В субботу, 5 июня вечером, пророк вышел к народу и после 3-4 часов быстро удалился к себе. Я смотрела прямой эфир. Он ушел очень резко и неожиданно. Ученики думали, что он просто пошел отдохнуть, принять душ, чтобы после, как обычно, выйти еще раз. Поэтому какое-то время они не беспокоили его. Прошел час, 2, 3, он не выходил. Когда люди уже забеспокоились и решились войти к нему, то обнаружили его в крайне тяжелом состоянии. По их словам, они попытались его реанимировать своими средствами, а затем срочно доставили в больницу в 2 часа ночи. А в 3 часа была констатирована смерть. Вскрытие показало, что причиной смерти был инсульт. Но вот тут меня смущает одна несостыковка. Его якобы срочно доставили в больницу, но зарегистрированное время его поступления 2 часа ночи. Пророк ушел со служения, когда было еще светло. Я сейчас уже точно не помню. По нигерийскому времени это было около 16 часов, ну пусть даже 6 часов вечера. Они что, до 2 часов ночи ждали, пока он, по их мнению, отдыхал у себя? Это же 5-7 часов. Опять-таки, я ничего не утверждаю и могу основываться только на слухах. Но от одной женщины, чей муж общался со служителем синагоги напрямую, я слышала рассказ о том, что над телом пророка все его приближенные 6 часов молились, прося Бога о воскрешении. Так вот, мне кажется, что эти несколько часов и есть эти потерянные часы между обнаружением Тиби Джошуа в тяжелом состоянии и его «срочной» в кавычках доставки в больницу.
Если это действительно так, то это ужасно. Они из-за своей веры в то, что Бог воскрешает мертвых, потеряли драгоценное время, которое могло быть решающим в его реанимации. Возможно, эта бесполезная молитва была и после его госпитализации, но тогда куда деть эти 5-7 часов, которые не состыкуются со словами о срочной госпитализации пророка? Кроме того, некоторые говорили, что в больницу его доставили уже мертвого, или что он умер якобы по дороге в больницу. В общем, точно ничего я утверждать, естественно, не могу. Но заявлению супруги Тиби Джошуа о том, что он умер мирно во сне, как говорится, хотелось бы верить, но верится с трудом. Особенно мало у меня доверия к любым ее словам после того, что началось твориться по окончании похорон пророка. Но тут маленькое предисловие. У меня давно складывалось впечатление, что несмотря на то, что Эвелин Джошуа хотела и любила проповедовать и молиться за людей, пророк с очень большой неохотностью допускал ее к служению. Иногда он давал ей сказать слово в синагоге, но никогда это видео с ее проповедями не загружались среди официальных видео синагоги Церкви всех народов, ни на одном ресурсе. Только несколько старых видео я находила на официальном канале, где она служила в филиале церкви в Гане. Тогда как многочисленные молитвы и проповеди его евангелистов, к тому времени уже пророков, загружались на все официальные источники каждую неделю. Более того, при жизни пророка одна переводчица хотела перевести проповедь Эвелин, чтобы потом загрузить ее на официальный русский канал. И с этим вопросом через меня обратилась к руководству команды пророка по медиаслужению. Так вот, ей в этом отказали, сказав, что переводить следует только те видео, которые есть на официальных каналах, то есть проповеди пророка и 5 его учеников-пророков. А вот отрывки из последнего интервью Тиби Джошуа, из которого становится ясно, кого он видел во главе синагоги после себя. Но после похорон происходит следующее. От 15 до 20 высших руководителей церкви, включая пророков и пророчиц, были обвинены в финансовых махинациях или попросту в воровстве. Многие служители были высланы мамой Джошуа из здания церкви, где они жили и трудились всю свою сознательную жизнь. Особая циничность этого поступка в том, что это было сделано после проведения масштабнейшего и грандиозного недельного мероприятия, посвященного памяти пророка Тиби Джошуа. Сама Эвелин не справилась бы с этим даже со своей командой. Целый месяц люди, не жалея сил, а поверьте, там даже во время обычных служений люди пашут как негры, и даже белые, не говоря уже о подобном единственном в своем роде недельном торжестве. Не жалея сил, люди готовились и провели, не побоюсь этого слова, легендарное прощание с пророком, а после их, обвиненных в мошенничестве, турнули с места, которое было для них местом работы, служения, домом жилым и домом Божьим. В русском языке это описывается так: «Новая метла метет по-новому». Я, кстати, очень сомневаюсь, что сбережения, которые они могли иметь, не были у них арестованы. Ведь суд за право возглавлять синагогу длился 3 месяца, и их обвиняли не только в финансовых махинациях, но и в том, что они стояли на пути вдовы покойного пророка к управлению делами церкви и тайно планировали переворот, чтобы сместить ее с руководящего поста в служении. Сместить кого? О ком пророк явно сказал, что наследие передается не по биологической преемственности, а по духовной, что его жена не похожа на него, и что синагогу он завещает тем, кто уже там служит и без него. Кстати, в этом же интервью он уже не называет Ганну, где служила его жена, филиалом синагоги. Он четко говорит, что филиалов у церкви нет. Тем самым лишний раз он старается подчеркнуть, что единственное место синагоги Церкви всех народов тут, где уже служат те, кто и продолжит его дело после него. Многие могут возразить мне тем, что вот, мол, все 5 пророков расстались в мире с Эвелин и тепло отзывались о ней в своих обращениях и начали свои служения. Так а что им еще оставалось делать? Синагога Церковь всех народов для последователей Тиби Джошуа всегда была и останется святым местом. Так еще там и могила пророка сейчас. Это теперь вдвойне святое место. Она его жена, и она теперь там главная.
И дела никому нет, что там тебе Джошуа говорил о том, кому он хотел церковь передать. В головах у всех последователей теперь такая аксиома, что те, кто говорит что-то против Эвелин Джошуа, говорит против помазания, которое пришло и от мужа. А рассеявшимся главным пророкам и так трудно с нуля начинать служение. А если из главного рупора их еще и неверными объявят, то вообще никто к ним не пойдет, даже если их локальные церкви будут находиться ближе, чем синагога. Поэтому они, естественно, если возможно, с их стороны, постараются расстаться в мире с мамой Эвелин. Тем более, что пророк сам так неоднократно учил и показывал собственным примером. Для тех, кто считает тебе Джошуа шарлатаном, я еще раз повторю. Вы и за 10 жизней не сможете сделать того, что делал он каждый год. То, скольким людям его организация помогала. Благотворительность была основой его служения. И он действительно поступал так, как учил сам. Он многократно учил жертвовать, причем не в церковь, а помогая людям. Он учил: не говори, когда у меня будет много, я буду жертвовать. Начни с малого, что у тебя есть. Он также учил, что жертва должна делать больно, в том плане, что ты должен жертвовать только то, что тебе самому очень нужно. От чего, как он говорил, зависит твоя жизнь. Тогда это настоящая жертва. И я точно знаю, что он поступал так, как и учил. Потому что этому он смог научить своих главных пророков. Сейчас они все уделяют помощи бедным не меньше внимания, чем проповедям. Если бы его учения были только на словах, а не в делах, его ученики это не переняли бы. Он был самым прекрасным человеком из всех, кому я имела честь пожать руку. Да, он искренне заблуждался, как любой верующий. И как любой верующий по-своему состыковывал библейские учения с реальной действительностью. И делал он это довольно успешно. Благодарности за перевод его проповедей приходят мне на мой старый канал. Как я уже говорила, у религии есть свои плюсы. Она дает людям успокоение и надежду. Правда, часть страхов и тревог она сама же и на людей и нагоняет. Но это издержки производства, как говорится. И я даже не могу сказать, жаль, что он был верующим, потому что, будь он просто таким умным и хорошим африканским атеистом, что само по себе звучит несерьезно, он не смог бы, там, где рос и жил, достичь чего-то и как-то повлиять на своих последователей. Да и были бы у него эти последователи. То есть, можно сказать, что он был на своем месте и в свое время, и смог много полезного сделать для своего общества на том уровне, на котором они способны были понять и принять его помощь. Ну вот, например, если бы он, ссылаясь на авторитет вирусологов, говорил бы своим последователям, что пандемия не выдумка, что надо по возможности изолироваться, а не толпиться каждое воскресенье в церкви, его абсолютно бы никто и слушать не стал. А когда он сказал, что Бог еще заранее готовил его к тому, что церковное собрание будет закрыто, и что служения будут проходить онлайн, и что Бог говорит, что хорошие христиане – это хорошие граждане, поэтому мы не должны противодействовать власти, а помогать ей сохранять порядок, то большинство прислушивалось к нему, как к Божьему пророку, и они сидели дома, носили маски и так далее. В общем, тебе Джошуа, несмотря на то, что был верующим, смог принести в этот мир больше пользы, чем вреда, что с религиозными лидерами случается крайне редко. Он искренне хотел сделать этот мир лучше и не жалел для этого ни сил, ни финансов. Поэтому это не разоблачение и даже не моя история о знакомстве со служением тебе Джошуа, а скорее рассказ о том, как религия вполне может оставаться уместным и продуктивным элементом социума. С определенными оговорками, конечно. Но, пожалуйста, люди мои русскоговорящие во всех странах бывшего СНГ, люди Советского Союза, который в космос запустил первого человека. Если не вы, то ваши родители получили прекрасное советское образование, а образование должно продолжаться всю жизнь. Отбросьте предрассудки и суеверия. Слушайте научно-популярные лекции. Научитесь отделять псевдонаучные и наукообразные теории от тех, благодаря которым у нас сейчас работают навигаторы и лекарства, благодаря которым мы победили множество болезней.
Следите за политической обстановкой в мире и старайтесь разобраться в ней, как это делал сам тебе Джошуа. А не демонизируйте те или иные действия политических лидеров, называя их сатанами или антихристами. Занимайтесь самообразованием ежеминутно. И да пребудет со всеми нами сила науки. Amen.